Так, сегодня мы с вами читаем новость. Я думаю, вы слышали, что в России начинают открывать границы. Да, то есть уже из России можно будет скоро путешествовать в другие страны. Но не все. И не сейчас, это будет только в августе. И хоть в России еще очень много людей болеют вирусом, но границы начинают открывать. Первое – это то, что ждали и люди, которые живут в России, и это страна, которая очень любит русских туристов, российских туристов, это Турция. То есть Турция, она ждала. И, конечно, с Турцией открываются границы в августе. То есть из России можно поехать в Турцию. Это первая страна. Вторая страна – это Великобритания. То есть можно будет тоже поехать в Великобританию. Турция, Великобритания. И третье – это у нас Танзания. Это страна в Африке. И вот в эти три страны в августе россияне смогут поехать отдыхать, поехать по работе и так далее. Скажите, пожалуйста, у вас, напишите, пожалуйста, у вас в стране уже открыли границы, уже можно путешествовать из вашей страны в другую страну? Я знаю, что во многих странах уже так можно, да, то есть в Европе есть страны, в которых уже можно путешествовать. В России пока нельзя было, то есть официально нельзя было никуда ехать, только если у тебя есть какие-то специальные варианты. Но не все могли ехать в другие страны. Только вот эти три страны скоро в августе можно поехать, только в эти три страны. Я в августе поеду, я вам уже выкладывала, здесь открыли. Угу. А почему тогда из России нельзя поехать в Голландию? Вы знаете, Юрис, почему из России нельзя в Голландию? Russian. I speak Russian. Так. Что я говорила? Да, я поеду отдыхать. То есть мы очень долго думали, куда поехать отдыхать, потому что отдых все-таки нужен, и поменять место это нужно. И мы не знали, куда выбрать, и решили все-таки остаться в России и путешествовать по России, по своей стране. А вот куда, я вам пока еще не скажу. Подумайте, как вы думаете, куда я могу поехать? С семьей. Не одна, с семьей. Так, сегодня новость. Да, мы, как обычно, по четвергам читаем новость. И сегодня новость у нас о путешествиях. Так, открою текст и выключу комментарии. Yes, I teach Russian for beginners also. Окей. Так, новость. Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны. Так, отключаю комментарии, чтобы вы могли тоже вместе со мной. Сначала пока нет, здесь не буду. Эксперт, человек, который знает, объяснил, то есть рассказал, почему авиакомпании продают билеты в закрытые страны. Начнем сначала, да, я вам сказала, что сейчас границы, да, то есть borders, границы закрыты, и другие страны, то есть вот мы можем путешествовать только в России,
Другие страны сейчас, мы их называем закрытые страны, потому что они закрыты, closed. Нельзя туда поехать. Но интересно, что авиакомпании продают билеты, потому что я знаю, что самолеты в другие страны летают немного, они летают меньше, чем обычно, но летают. Есть люди, которые все еще путешествуют в другие страны, но у них, еще раз, у них специальные варианты, то есть они путешествуют, они уезжают из России по специальным условиям. У них особенные случаи, особенные варианты. Какие? Здесь мы пока не будем это говорить. Но авиакомпании, конечно, продают, и продают не только людям, у которых особенные варианты, особенные условия, а продают для всех. Зачем они это делают? Может быть, они думают, что потом, когда люди, то есть в день вылета, может быть, уже будут открыты эти страны, но не факт. Билеты все-таки можно купить, билеты все-таки продают. Вот так у нас называется сегодня статья, и мы с вами прочитаем, почему так делают, что говорит об этом эксперт. Так, и начинаем текст, и я выключаю комментарии. Ряд авиакомпаний продает билеты в еще и не открытые для полетов из Российской Федерации зарубежные страны для получения выручки, поддерживающей их в тяжелый период. А если рейсы на дату проданного билета не откроются, перевозчики должны предложить пассажиру возврат денег или перенос даты полета, заявил РИА Новости эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Это наша статья «Так сегодня начинается». Ряд – это значит несколько авиакомпаний. То есть не все, а только некоторые авиакомпании продают билеты в страны, которые не открыли полеты из Российской Федерации. РФ очень часто мы так называем, мы так сокращаем, то есть уменьшаем полное название России, Российская Федерация. Не открытые для полетов из России в зарубежные страны. Зарубежный, за рубеж. Рубеж – это синоним граница. Зарубежный, за границей. Кстати, слово зарубежный, здесь я вам написала, что синоним – это иностранные или заграничные. 3 слова. Страны для получения выручки. То есть они получают деньги, да, авиакомпании, они сейчас, у них невероятный кризис, потому что самолеты практически почти не летают, и авиакомпании находятся в очень-очень сильном кризисе. И они продают поэтому билеты в закрытые страны, надеясь, я думаю, что здесь именно надеясь, что потом эти страны откроются, а билеты у людей уже будут. И поэтому они получают деньги, то есть они должны как-то существовать. Для них я сейчас говорю только с позиции этих авиакомпаний. Я, может быть, тоже не согласна с тем, что они продают так билеты. Это может быть нехорошо. Но здесь кризис, и каждый в кризис делает то, что можно для себя. Не всегда это правильно. Так, и они получают деньги, которые, вот здесь, поддерживающие их в тяжелый период, то есть деньги, которые поддерживают их в трудный для них момент. Тяжелый период – это как раз вот ситуация кризиса.
А если рейсы, это полеты, то есть самолеты, на дату проданного билета не откроются, то есть если эти страны все еще будут закрыты, если ехать, лететь все еще будет нельзя, то авиакомпании просто отдадут, вернут возврат денег, они вернут деньги или перенесут дату полета, то есть поменяют. Например, вы должны лететь завтра, а вам поменяют на следующую неделю. Это перенос даты полета. Так сказал эксперт Российскому информационному агентству, и это эксперт в области авиации, директор агентства «Авиапорт» Олег Подтелеев. Это его слова, то, что он думает. Я вначале вам тоже думала именно так. То есть даже до чтения этой статьи я почему-то так и подумала. Так, в пятницу, 24 июля, то есть это на прошлой неделе, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с 3 странами – Великобританией, Турцией и Танзанией. Однако ряд авиакомпаний уже продает билеты в страны, которые еще не разрешены для полетов. Новость, которая была на прошлой неделе, мы с вами ее не читали, но я уже вам ее говорила, что в августе начинаются авиасообщения, то есть начинаются полеты за границу. И это пока только 3 страны. Возобновит. Возобновить – это начать, да, еще раз начать. С Великобританией, с Турцией и с Танзанией, как я вам и говорила. Но, однако, это у нас но, некоторые авиакомпании, у нас снова слово ряд, синоним, некоторые, некоторые авиакомпании продают билеты не в Великобританию, не в Турцию, не в Танзанию, а в другие страны, не знаю, там США, Италия, Германия, Франция, в другие страны. И эти страны, они еще не открыты, в них ездить нельзя. Но авиакомпании продают билеты. Они это делают в надежде, то есть они думают, что, а может быть, разрешат, а может быть, откроют. Сегодня ряд авиакомпаний продает билеты на международные рейсы, в том числе по направлениям, полеты по которым пока еще не подтверждены. Это позволяет перевозчикам получить выручку, поддерживающую их в тяжелый период. В случае, если полеты так и не будут разрешены на даты, на которые проданы билеты, авиакомпании должны предложить пассажиру либо возврат денег, либо перенос даты полета, сказал Пантелеев. И это то, что я вам говорила, да, то есть ряд авиакомпаний, некоторые авиакомпании продают билеты на международные рейсы. Рейсы – это как раз полеты из одного города в другой город. Мы их называем рейс. По-английски это flight. Международные. Здесь слово «между» и «народ». 2 слова, да, так, «между» и «народ». Народ – это будет как синоним, в данном случае синоним к слову государство, страна. В русском языке нет слова междустранные. Нет, у нас есть международные, то есть между странами. Полеты, путешествия между странами. Это международные. Также в том числе это как плюс в страны, то есть по направлениям, куда еще не подтверждено, то есть куда еще
неизвестно, будет или не будет. Может быть, они говорят об этих странах, может быть, говорят в Государственной Думе, то есть в правительстве. Но это еще официально не разрешено. Вот что значит не подтверждены. И это дает возможность авиакомпаниям, то есть перевозчики, здесь это авиакомпании, получить деньги, чтобы им было не так трудно в этот сложный кризисный момент. Если полеты не будут разрешены, то авиакомпании отдадут деньги, то есть предложат пассажиру возврат, вернут деньги или перенесут на другой день, на другой месяц, на другой день. Но интересно, что билеты на самолеты не стали дешевле, то есть они стоят так же, как и стоили до пандемии, или даже больше. То есть, если вдруг вы прочитали эту новость и думаете, что люди сейчас начнут покупать билеты, чтобы потом просто перенести на другой день, когда разрешат, нет. Билеты не стоят дешевле, билеты даже стали немного дороже. И это не только в другие страны, это и по России тоже. Так, полагаю, что авиакомпании смогут выполнить свои обязательства по возврату живых денег в форс-мажорной ситуации. Но стоит напомнить, что постановление правительства, легализующее односторонний отказ авиакомпаний от выполнения своих обязательств, не распространяется на билеты, купленные сейчас, продолжил он. А вот здесь момент важно, прям надо очень хорошо посмотреть, прочитать, понять. Полагаю, это синоним думаю. Думаю, что авиакомпании смогут, то есть они не будут банкротами, что сейчас они продают, а через месяц они не скажут, мы банкроты, извините, а они вернут деньги, живые деньги, да, то есть это именно те деньги, которые вы отдали в форс-мажорной ситуации, то есть это ситуация, когда не открыли границы. Но постановление, это как раз резолюция, это документ правительства, который легализует, то есть легализовать, это сделать легальным, от слова legal, это как разрешить официально сказать «да». То есть постановление, есть постановление, то есть есть документ, который разрешает авиакомпаниям не выполнять то, что они обещали. Да, или точнее, легализовать, то есть здесь, которые запрещают, да, вот как раз запрещает, легализующий отказ, и запрещает, то есть авиакомпании обязательно должны выполнить то, что они обещали, и этот документ не распространяется, то есть он не работает сейчас, не работает с билетами, которые вы купили сейчас. Расскажу просто. То есть, если вы сейчас купили билеты, то потом, через месяц, может быть, авиакомпания не вернет вам деньги, потому что она скажет, например, мы банкроты, или извините, это форс-мажор, мы не виноваты. И правительство не сможет им сказать, обязательно отдайте. Почему? Потому что сейчас их резолюция, то есть их постановление не работает. Кризисная ситуация. Все очень сложно, но вот по факту так. И это придется идти через суд, а в суде это все будет очень трудно, сложно и непонятно. Так, эксперт
лучше здесь. Эксперт отметил, что кроме того, пассажиры, оплачивающие билеты банковской картой, могут воспользоваться процедурой chargeback. Это важно, да, то есть сейчас мы продолжаем в основном сидеть дома, не так активно путешествуем. Мне кажется, да, раньше путешествовали намного активнее. И, конечно, мы активно покупаем все онлайн. И билеты тоже. И если вдруг вы не полетели по вине авиакомпании или по той причине, что не открыли границы, то вы можете вернуть деньги, даже если вы покупали билеты онлайн. То есть это процедура chargeback. И как здесь намекают, то есть как здесь говорят, что это работает. Так, и здесь я вам показываю, здесь у нас как раз я вам сделала здесь источник, откуда я взяла эту статью. Вы можете потом зайти в мой телеграм-канал и найти статью, которую я вам сейчас показываю, и увидеть как раз все ссылки, all the links, которые здесь я вам сделала, чтобы еще больше прочитать, да, чтобы больше узнать, плюс посмотреть еще мои комментарии, еще раз прочитать самостоятельно, но в этот раз я вам еще добавила 2 новые статьи, которые, может быть, будут интересны как раз по этой теме. И первая статья: пассажиропоток российских авиакомпаний вырос втрое за месяц. Что это значит? Пассажиропоток, то есть это количество пассажиров. Поток это как раз будет сколько пассажиров, то есть это quantity, количество пассажиров российских авиакомпаний, то есть кто путешествует именно российскими авиалиниями, он стал больше на 3 раза. То есть он был такой: раз, два, три. Вырос в 3 раза. Вырос втрое за месяц. То есть это у нас только 1 месяц. Это не то, что было год назад, например. Это только за месяц. Ну, это логично, потому что раньше вообще было нельзя выходить из дома. Сейчас в России можно, во многих регионах разрешено выходить. Мне кажется, даже не во многих, а практически почти во всех регионах у нас нет карантина. Так, и вторая статья: стали известны правила въезда в Турцию, Великобританию и Танзанию. Конечно, просто так, я хочу в Великобританию, и я иду покупать билеты, конечно, так сделать нельзя. Вам обязательно, если россияне путешествуют в эти 3 страны, обязательно нужно делать тест на коронавирус, чтобы узнать, есть или нет, и надо делать другие документы. То есть какие документы вы можете прочитать, это в статье, которую я вам здесь посоветовала. Вот такая небольшая статья у нас с вами сегодня была. Эксперт объяснил, почему авиакомпании продают билеты.